Ребят, всем привет! Будет небольшое видео по тому, как определить мост, какой установлен сзади. Так, с помощью обычной рулетки. Ничего хитрого, ничего умного. Не буду рассказывать о каких-то тонкостях. Тупо грубое измерение. Так, первое, что мы делаем, это меряем диаметр пробки. Пробка у нас 20 мм по наружу, внутри около 9 мм. Вот. 20-миллиметровая пробка нам говорит о том, что мост КСК. Дальше уже надо определить R85 или R90. Я-то знаю, какой это мост. Мост КСК R85. Вот. И при наличии рулетки, не вскрывая, не измеряя ничего, просто мост на машине, самое простое, это измерить расстояние от вот этого упора до вот этого. То есть вот так вот. Что мы здесь видим? Что расстояние здесь порядка 29 миллиметров. Ну, плюс-минус 28-29 миллиметров. Итак, теперь мы знаем, что КСК R85, пробка на 20 по наружу. Здесь у нас примерно 28-29 миллиметров. Окей, приступаем к следующему мосту. Вот лежит в мусоре у меня второй мост. Также меряем пробку. И она также у нас оказывается 20 миллиметров. Ну, понятное дело, что приблизительно это все дело. От 19 до 21. Вот. Дальше меряем вот это расстояние. Оно здесь гораздо меньше. Сколько? Если быть точным, это порядка 14-15 миллиметров. То есть 28-29 и 14-15. Ну, то есть на 1,5 сантиметра практически. Это мост КСК R90. Теперь мы знаем, что у нас мост КСК R90 пробка на 20. Здесь 14-15. Погнали следующий мост смотреть. Так, тут мы видим, что пробка уже побольше. А конкретно, ну, порядка 25 миллиметров. Диаметр пробки по наружу. Ну, а внутренний квадрат где-то около 14 миллиметров. Так, значит, это у нас тангил. Это тангил конкретно R85. Вот. Также меряем вот это расстояние. Здесь оно оказывается больше, чем на КСЦ-шном 85. Здесь порядка 32-33 миллиметров. То есть, если у КСК R85 здесь 28-29 миллиметров, то здесь 32-33 миллиметра. Хорошо. То есть мы знаем, что тангил у нас R85, пробка на 25 снаружи, здесь 32-33 миллиметра. Погнали следующий смотреть. Также его измеряем пробку. Она у нас оказывается также 25 миллиметров, то есть это тангил. Также меряем вот это расстояние. Оно у нас порядка 25 миллиметров. Это у нас мост тангил R90. То есть мы поняли, да, что у нас пробка 25 миллиметров и расстояние здесь тоже 25 миллиметров. У тангила 85 здесь 32-33, напомню. Вот она разница. Соответственно, все размеры у вас будут на экране. Есть еще мосты тангил R96 и КСК R96. Там они гораздо больше, они ставились только на первые Рекстоны 3.2 и 2.7. Встречались на Кайрнах с 2.7 мотором и встречал на вторых Рекстонах, но это очень большая редкость. Их сразу видно, они очень здоровые, они прям огромнейшие. Как определить тангил и КСК, в принципе, просто. Основной вопрос возникал между мостами R85 и между мостами R90. Их было почему-то сложно определить. КСК тангил, конечно, было проще определить, то есть померить пробку, да, и ошибиться на полсантиметра достаточно сложно. Померить можно хоть обычной линейкой. Вот это, например, тангил, вот она КСК. Их видно сразу, они очень сильно отличаются. Вот здесь квадрат под 3/8, здесь квадрат под 1/2. То есть вот это получается, если брать самых маленьких, это третий размер, то есть там есть 1/4, 3/8 и 1/2. Получается, то третий размер, это получается второй размер, 3/8. Как называют средним. Хотя там есть еще и 3/4 и дюйм, но это не про наши машины. Вот. Можно определить по комплектации мост R90 или R85. На Drive 2 я сделаю статью, туда же вставлю ссылку на это видео. То есть
ссылку на сам драйв я размещу под видео, то есть будет так, друг на друга ссылки. Там я выложу вообще полный список комплектаций и какие мосты встречались. Вот. Сразу два прояснения. С мостами LSD, если идет маркировка вот здесь вот LSD, вот, то есть от моста, вот на маркировка. Если вот здесь написано там 427 LSD, вот здесь в данном случае ничего не написано. Вот, правильно, потому что у нас это R90, на нем LSD не ставился. LSD ставился только в КСК R85. Вот у меня в гараже, например, мост лежит. Ну, здесь уже вот такой вот самопал, но это КСК R85. И вот он, 538 LSD. То есть у кого LSD и у кого накрылся LSD, как вот в данном случае, не надо ничего определять. Знайте, что у вас мост КСК R85. Тут других вариантов быть не может. Ну, если кто-то, конечно, уже куда-то не запихнул что-то. Вот. Понятное дело, что в тангил можно воткнуть LSD, но это будет не завод и никогда вот такой маркировки не будет. Также на мостах LSD еще ставилась вот такая вот бирочка. На ней написано Limited Slip Differential, то есть дифференциал повышенного трения. Это первое, что нужно знать. То есть LSD ставился только в КСК R85. Дальше. На Кайроне, если брать то, что выпускалось в России, 2.3 бензин, 2.0 дизель, мосты R90 ставились только на 6-ступенчатый автомат. На все остальные комплектации шли мосты R85. То есть тоже определение. Если шестиступка, значит мост R90. Тангил и КСК определить легко. Это по Кайронам. По Рекстонам там посложнее немножко. Там, во-первых, 3 поколения, больше вариантов моторов и прочее. Поэтому, чтобы не делать длинным видео, ссылку кину на драйв. Там будет полный список комплектаций и то, какие мосты встречаются. На этом, собственно, все. Надеюсь, теперь вопросов по тому, какой мост стоит, не будет. Взяли рулетку, измерили. Ради примера давайте подтвердим наши слова. Это у нас КСК пробка. И меряем вот это расстояние. Ну вот, здесь вот этот приливчик мешает. Если мерить без прилива, то получается наши же 29-30 миллиметров. Если же мерить по приливу, то получается 27 миллиметров. Но все равно мы знаем, что это у нас 85-й. Почему? Потому что 90-е здесь мы измерили примерно 14-15 миллиметров. Понятное дело, что могут вот эти приливы появляться. Вот его видно, он торчит. Соответственно, могут быть вот эти приливы. То есть миллиметр плюс-минус может играть. Вот, поэтому то, что я цифры какие говорил, знаем, что еще может миллиметр отыграть. Но, опять же, с КСК ошибиться на практически 10 миллиметров на 1 сантиметр достаточно проблематично. С тангилом немножко полегче, потому что там разница меньше. То есть у нас R90 25 и R85 32. Ну, то есть 7 миллиметров разница. Но все равно 7 миллиметров, как бы, даже если плюс-минус миллиметр, это будет 5 миллиметров. Полсантиметра. В полсантиметра ошибиться сложно. Вот такое вот простое определение. Вот, проще я уже не знаю, что придумать. Это касается современных машин. Старых машин типа Мусо, Коранда, Тайгер, Тагаз. Там не было мостов R90, R96. Там были только R85. Тоже про этот вопрос тоже закрыли тему. Также еще по передним мостам возникает куча вопросов. Особенно вот это. Если у меня сзади стоит тангил, спереди тоже тангил? Нет. Может стоять что угодно, где угодно. Вот они крышки, которые мы имеем. Соответственно, по пробке также определяется. Меряем. Примерно 25 миллиметров. То есть это у нас тангил. Это 20 миллиметров. Это у нас КСК. Ну, их видно, они отличаются. Тангил у нас 8-угольный и 8 болтов на крышке. КСК у нас овальный больше и 10 болтов на крышке. Они не подразделяются под R85 и R90. У них своя размерность. Если быть точным, то этот у нас, ну, если также в ту же классификацию их относить, то тангил у нас будет R72. Почему? Потому что он 7,2 дюйма. А КСК у нас будет
725, потому что он у нас 7,25 дюйма. 7,25, ну классические, да, на 30. Вот. Также были мосты 8-дюймовые. Вот оно. Крышка, ну, похожа, конечно, на остальные. Вот. Здесь у нас пробка. Я-то знаю, насколько, я просто вам показываю. Вот. На 20 миллиметров тоже. Не очень удачно. Вот на 20 миллиметров, то есть это КСК. Вот. Есть такие же тангил. Пробка будет на 25. Там крышки вот эти вот, они очень одинаковые. Мосты тоже очень одинаковые. Единственное, что тангил мне не встречался. В основном, конечно, КСК мне попадаются, тангил нет. Вот это вот ставилось на машины с раздаткой системы TOD, то есть у которой два положения полного привода. Соответственно, это у нас Кайрон, который в России никогда не было и никогда не поставлялись, и Рекстон с мотором 2.7 автомат и 3.2 автомат первый Рекстон. То есть это именно на мостовых машинах ставился мост 8-дюймовый. Ну, можно назвать его R80, если в ту же классификацию. Но об этом я тоже в статье все напишу. Надеюсь, теперь вопросов по определению моста не будет. А вот то, какие блокировки туда ставятся, это уже, конечно, индивидуальный подход. Все, всем пока, до новых встреч.